О том, что Гордей не слышит, мы узнали в роддоме. Нам рекомендовали пройти еще раз скрининг в 3 месяца. Мы его прошли, глухота подтвердилась, и начался сбор информации и этап принятия решения. Мы приобрели слуховые аппараты, но эффекта они особого не давали, они жутко пищали, шумели, Гордей их снимал. И в центре слухопротезирования на Ленинском нам рекомендовали именно эту операцию. Мы делали операцию в 2011 году, информации было очень мало, было сложно. В общем, действовали на свой страх и риск. Гордею на момент операции исполнился 1 год. Мы как раз в это время лежали в больнице. Была дилемма по поводу делать одно ушко или все-таки это бинауральная имплантация будет. Но опять же, думая, гадая и планируя как-то, мы все-таки решили, что это будет бинауральная имплантация, потому что она дает больший результат, дает лучший результат. С 2 ушками ребенок, конечно же, лучше слышит, лучше адаптируется, лучше ищет источник звука. Вот. И все-таки 2 уха это парный орган. Вот. Сделали мы операцию, наркоз у нас прошел, вышел быстро. Вышли из наркоза хорошо. Операцию нам делал Федосеев в 38-й больнице. В принципе, все было достаточно хорошо, и через неделю мы отправились домой. Вот. И через месяц у нас было подключение. Гордей пошел легко, пошел быстро. В принципе, адаптация тоже проходила достаточно успешно. Конечно, первое впечатление воспитателей, у них был легкий шок, потому что таких детей, как Гордей, они раньше не встречали, но, тем не менее, где-то за неделю они привыкли ко всей системе, научились включать, выключать, но, опять же, на момент посещения детского сада Гордей у нас уже умел включать сам аппараты, выключать, снимать, менять аккумуляторы, то есть у нас не было сложностей каких-то технических. У детей возникали вопросы, но у нас очень хороший воспитатель. Она собрала детей, посадила их и рассказала им, что это за система, для чего она нужна, из чего она состоит. И дети, в принципе, не дергают, не снимают. Правильно я говорю? Да. Не трогают детки ушки? Нет, не трогают. Не трогают и не балуются, правда? Только смотрят. Только смотрят. Ну, ты же сам знаешь, для чего ушки тебе нужны. Да, то слышать. Чтобы слышать. Поэтому, в принципе, массового сада не стоит бояться. Единственное, что мы их использовали защиту, чтобы они не слетали на физкультуре и во время подвижных игр, на музыке, чтобы просто не потерялись, потому что иногда он заигрывался, и, в принципе, они могли слететь. Вот. Но сейчас он уже большой, сейчас нам 4,5 года, Гордей сам за ними следит, то есть мы даже не используем уже никакие средства крепления. Вообще Гордей у нас очень общительный мальчик, и у него в группе все друзья. Он постоянно общается с разными детьми, и с мальчиками, и с девочками. Да? Да. Тебе нравится в садике, Гордей? Да, да. А какие у вас занятия в саду? Да, занятия Физкультура. Занятия. Ну какие еще? В книжечках вы чем занимаетесь? Математики. Математикой, ознакомление с окружающим. Да. Рассказывают им, у них есть предмет синтез искусств, рассказывают про балет, про творчество художников, да? Да. А еще к вам часто кто приезжает? Театр. Театр. И показывают Представление. представления. Самолет здесь пассажирский, военный. Бывает. Есть грузовой самолет, да? Грузовой. А на Новый год Дедушка Мороз перенес нам коллекционный Самолет зеленый. компании какой? НССВ. S7. Да, когда еще туда приду, я вам покажу. Ушки. Да. Видишь, она выключается потом. Выключили? Выключи. Как аккумулятор снимается? Вот так. Поверни в другую сторону. Аккуратно. Вот. О, видишь, как это? Видишь, там вот это? Ты сам все делаешь, да? Да. И давай теперь обратно. Так, смотри, давай вместе. Вот так. Вот, видишь, а то так нажимаешь, включаешь. И вот, ой,
Лови. Вот так. Хочу. И на ушко, да?